времени суток. Предположим, что ваш компьютер начал тормозить. Открывая браузер, вы заметили, что вылетает огромное количество рекламы, а возможно браузер и сам открывается, кидает вас на неизвестные страницы различного рода. Это первый знак того, что ваш компьютер переполнен вирусами. Просто обыкновенной чистки обычным антивирусом будет недостаточно. Платный он или бесплатный, неважно. Один антивирус всегда не в силах справиться со всеми угрозами, надвисшим над вашим ПК. Для этого нам понадобится целый комплекс программного обеспечения или антивирусов, которые будут чистить ваш компьютер. Для этого нам необходимо скачать все эти программы. Открываем браузер. Все ссылочки на данные программы будут в описании. Первым делом скачиваем Dr. Web Curelt. Это своеобразная утилита, не требующая установки для одноразовой проверки вашего компьютера. Очень даже хорошая программка. Нажимаем скачать Dr. Web Curelt. Соглашаемся на отправку статистики и лицензию. Скачиваем. Далее нам понадобится Kaspersky Removal Tool. Это тоже утилита, похожая на Dr. Web Curelt. Но из моей практики я могу сказать одно, что эти две утилиты всегда друг за другом находят еще вирусы. Тоже скачиваем данную программу. Я нажимаю отмена, так как я уже скачал данные программы. Следующая из программ, которая нам понадобится, это программа Malwarebytes. Данная программа будет требовать лицензионной активации, но мы воспользуемся ей один раз, а они позволяют использовать данную программу 15 дней бесплатно. Жмем «Загрузить». Итак, далее от той же самой компании Malwarebytes нам нужна утилита для поиска и удаления рекламного программного обеспечения. Называется она ADV Cleaner. Нажимаем «Загрузка». И последняя из программ, которая нам понадобится, это программа Hitman Pro. Это программа по обнаружению и удалению шпионских и рекламных программ, находящихся в браузерах и в автозагрузке. Она тоже требует лицензии, но мы сможем воспользоваться ей единоразово уж точно. Скачиваем. Итак, комплект программ мы загрузили. Что здесь еще следует сказать? Еще раз повторюсь, что все ссылки на данные программы будут в описании под видео. Не советую вам скачивать данные программы с неофициальных сайтов. Как видим мы здесь замочек, значит это защищенный протокол HTTPC. Еще раз, не скачивайте со сторонних ресурсов данную программу. Итак, программы загружены.
Закрываем всевозможные браузеры, программы, в которых вы находитесь, чтобы дать возможность антивирусам работать корректно. И продолжаем работу. Итак, первым делом осуществим проверку с помощью утилиты Dr. Web Curial. Запускаем ее. Соглашаемся принять участие в улучшении качества и так далее. Жмем «Продолжить». Здесь нам предлагают выбрать объекты для проверки. В данном случае мы будем выбирать все. И сразу же обратите внимание, внизу есть выбор файлов и папок. Здесь мы выбираем тоже все. Жмем ОК и нажимаем «Запустить проверку». Эта процедура займет немало времени, поэтому запаситесь терпением. И ожидаем окончания проверки. Сразу скажу, что это может занять до нескольких часов, в зависимости от нагруженности вашей файловой системы. Сколько у вас файлов, насколько заполнен жесткий диск и так далее. Ну все, ждем. Итак, проверка завершена. В данном случае угроз не обнаружено, так как данным программным обеспечением уже была произведена проверка. Было обнаружено 22 вируса. Были выбраны необходимые для удаления вирусы. В правой крайней колоночке под названием «Действия» мы выставляли, что именно сделать с тем или иным вирусом. Конечно же, я рекомендую вам не лечить, если есть такая возможность, не перемещать куда-либо подобные вирусы, а все удалять. Нажимаем на данную стрелочку, выбираем действие «Удалить» и удаляем все вирусы. После чего нажимаем кнопочку «Обезвредить», перезагружаем снова компьютер и радуемся жизни. Итак, дальнейшие наши действия переходят к использованию утилиты Касперского. Открываем ее. Соглашаемся, как обычно, с лицензионным соглашением. Дожидаемся инициализации. Здесь тоже необходимо выбрать параметры, по которым мы будем проверять нашу систему. Выбираем все разделы, в том числе и системные, нажимаем ОК и нажимаем нашу большую кнопочку «Начать проверку». Запасаемся терпением и дожидаемся окончания проверки.
Опять же повторюсь, как в случае из Dr. Web Curiel, времени займет это немало. Итак, проверка завершена. Касперский вирус Removal Tool свою задачу выполнил. В моем случае обнаружено 0 объектов. Так как я уже производил этой программкой поиск и удаление вирусов, кстати говоря, после использования утилиты Dr. Web Curiel все равно были обнаружены вирусы. Вот как это выглядело. Так же, как и в первом случае с Dr. Web Curiel, мы удаляем необходимые вирусы, выбрав в правой колонке действия, которые необходимо выполнить с вирусной программой. Еще раз повторюсь, лучше всего их удалять. Нажимаем кнопочку «Продолжить». Касперский удаляет вирусы. Снова перезагружаем компьютер и продолжаем работу. Для последующей работы нам понадобится программа Malwarebytes. В отличие от утилит Dr. Web и Касперского, данное программное обеспечение необходимо устанавливать. Приступим. После проведения каких-либо работ вы можете ее удалить, если не планируете оставить ее как антивирусную программу. Что, кстати, возможно вполне, если вам это нужно. Так, проверяем расширенные настройки. Куда устанавливать. Ничего не меняем. Принять и установить. Отличие данного программного обеспечения от утилит Dr. Web и Касперского то, что данное программное обеспечение направлено на наилучший поиск вредоносных программ по типу шпионские программы и рекламные программы. Так, установка завершена. Появился ярлычок. Итак, нам предлагают 14-дневный бесплатный период для использования данной программы. Выбираем в левой колоночке проверку. Конечно же, рекомендуется полная проверка, так как наша задача полностью избавить компьютер от вируса. Жмем «Начать проверку». Снова и снова запасаемся терпением. Дожидаемся окончания поиска вредоносного ПО. В общем, ждем. Итак, проверка завершена. Программа обнаружила, несмотря на то, что мы проверяли утилитами, и казалось бы, что утилиты должны были удалить все вирусы, но нет. Данная программа нашла еще потенциально опасное вредоносное ПО. Итак, здесь виден список тех файлов, которые были обнаружены. Обратите внимание, что если вы не хотите оставлять какие-либо из этих программ, в моем случае я знаю, что эти программы не вредоносные.
но антивирус считает их вредоносными. Я их не удаляю, убираю галочки. Все остальное я оставляю. И помещаю выбранные объекты в карантин. Так, игнорировать один раз. Так, перезагрузку выполним немножечко позднее, но выполнить ее необходимо. Итак, после проверки программой Malware Bits запускаем программу, находим в левой колоночке карантин, очищаем этот карантин, то есть удаляем из него файлы, либо восстанавливаем те файлы, которые были помещены случайно, по вашему мнению. Закрываем программу. Если вы хотите ее оставить и пользоваться ей постоянно, то больше ничего делать не нужно. Если же данная программа вам не нужна как антивирус, то находим в панели управления программы и компоненты, находим программу Malware Bytes и удаляем ее. И продолжаем работу над очисткой компьютера от вирусов. Следующая программа, которой мы воспользуемся, это утилита EDV Cleaner. Запускаем. Соглашаемся с лицензией. Нажимаем «Сканировать». Дожидаемся окончания проверок. В данный момент обновление базы данных, подготовка к поиску. Далее будет сканирование. Ожидаем. Итак, не получилось снять завершение очистки EDV Cleaner, так как компьютер сразу перезагружается после очистки. Ну ладно, покажу на примерах изображения. Значит, мы с вами нажимали кнопку «Сканировать», дожидались окончания сканирования. После окончания сканирования мы получали список обнаруженных вредоносных элементов. Здесь их можно выбрать, удалить или оставить. Как раз эта вот программа и удаляет вредоносные Amiga, поиск Mail и подобное. При нажатии кнопочки «Очистить» мы удаляем все эти вредоносные элементы. Перезагружаем компьютер и завершаем работу с утилитой EDV Cleaner. Итак, следующее, чем мы воспользуемся, это программа Hitman Pro. Запускаем. Итак, воспользуемся мы всего лишь один раз ей. Лицензия нам не нужна. В настройках ничего не меняем. Жмем дальше. Здесь нам предлагают использовать Hitman Pro постоянно, либо один раз. Вводим любой e-mail сюда. Еще раз. Можно оставить галочку.
И дожидаемся окончания сканирования. Как обычно, конечно же, это займет немало времени. Ничего, подождем. Итак, проверка на шпионские рекламные вирусы закончена. Вот столько потенциально опасных файлов нашел Hitman Pro. В основном задача Hitman Pro это проверить cookies, файлы браузеров и элементы автозагрузки. Что еще хотелось бы сказать? Обратите внимание, что если вы любите устанавливать всякие кейгены, которые находятся в автозагрузке, любой нормальный антивирус станет их считать вирусами. Поэтому, если вы не хотите удалять какие-либо программы и уверены в них на 100%, рекомендую вам установить справа параметр «Не удалять», игнорировать. В моем случае есть программы, которые удалять не надо, поэтому игнорируем. Итак, все остальное удаляем. Удаляем все. Дальше. Система выполняет необходимые для нее действия. В данном случае создает точку восстановления, прежде чем удалить файлы. Выполняем все действия за мной. Результат очистки. Смотрим. Удален, 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 удален. Ну, естественно, некоторые были проигнорированы. Таким образом была произведена полная очистка компьютера от вредоносного ПО, рекламного, шпионского и других типов программного обеспечения, наносящие вред вашему компьютеру. Еще раз, с помощью комплексной проверки мы использовали 5 вариантов программного обеспечения для очистки вашего ПК. По завершению очистки остается очень мало шансов, что на вашем компьютере остались вредоносные программы. Если вы считаете, что этого было недостаточно, вы можете воспользоваться еще другими антивирусными программами и произвести проверку с помощью них. Надеюсь, данное видео было полезным. Вы избавились от вредоносного программного обеспечения. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Ваше мнение очень важно для нас. Поддержите канал вашим вниманием, и мы снимем больше полезных видео для вас.
Всего доброго. With you